В этом выпуске мы отправляемся исследовать очаровательный Армасан дус Бузиос, главный курорт бразильской богемы, который здесь громко величают местным Сан-Тропе. В свое время его открыла для себя и мира французская актриса Бриджит Бардо. А сегодня мы попробуем понять, что в нем такого, что он приглянулся в том числе и королю Норвегии, и Наоми Кэмпбелл, и Биллу Гейтсу. А также разберемся, можно ли здесь отдыхать, если ты не король Норвегии. А также исследуем его окрестности, чтобы побывать на самом красивом пляже этих мест, которые заслуженно называют здешними Карибами. Hola, amigos! Ну что, это заключительный выпуск о наших приключениях в Южной Америке. И на десерт мы приберегли Армасан дус Бузиос, райский уголок бразильского побережья. Ну погнали знакомиться с ним поближе. По традиции для начала разберемся, что из себя представляет Армасан дус Бузиос и почему сюда стоит приехать. Для удобства будем его сокращенно называть Бузиос. Находится он в 170 километрах севернее Рио-де-Жанейро и представляет из себя полуостров площадью всего 70 квадратных километров. Знаменит он по большей части благодаря своим великолепным пляжам. В целом Бузиос не обладает богатым историческим наследием. Изначально это было место проживания индейцев племени Тамойо и Гаитакос. Затем на какое-то время он стал пристанищем для английских пиратов, но большую часть своего существования Бузиос являлся обычной рыбацкой деревней, что достаточно типично для пляжных курортов во всем мире. Таким он и оставался, пока в 60-х годах прошлого века не приглянулся Бриджит Бардо в качестве уединенного места отдыха вдали от суеты. Но с тех пор он не стоял на месте и со временем успешно превратился в настоящий международный курорт. Но некоторая удаленность от проторенных туристических троп позволила ему сохранить определенную долю провинциальности. Не последнюю роль в этом играет отсутствие огромных отелей и резортов. Эти факторы в сочетании с красивой природой и мотивировали состоятельных бразильцев, а также аргентинцев приобретать здесь недвижимость. Как известно, состоятельные люди любят приватность. Здешний климат практически идеальный. Со среднегодовой температурой около 26 градусов сделал это место круглогодичным курортом не только для местных, но и для туристов. Также Бузиос входит в маршруты многих круизных лайнеров, что, конечно же, не лучшим образом сказывается на всем, кроме местного бюджета и бизнеса. Еще Бузиос можно смело назвать городом-спутником Рио-де-Жанейро. Несмотря на обилие пляжей в самом Рио, получить отдых островного формата там едва ли удастся, ведь это все же мегаполис, а Бузиос-то и готов удовлетворить эту потребность. Помимо Бузиоса с этой целью мы рассматривали еще несколько мест недалеко от Рио. К ним можно отнести города Парати, Убатуба, Ангра-дус-Рейс и остров Илья-Гранди. Все они интересны, но на этот раз наш выбор пал именно на Бузиос. Перейдем к вопросу, а как сюда добраться? Так как в Бузиосе нет международного аэропорта, то зачастую туристы приезжают сюда из Рио-де-Жанейро, что мы, собственно, и сделали. Лучшим вариантом будет аренда авто. Существует, правда, еще автобусное сообщение, но я как-то не вникал в этот вопрос. Мы арендовали машину в Рио-де-Жанейро при помощи моего любимого сервиса Rental Cars. Не устану вам его рекомендовать. Rental Cars, правда, пока не в курсе, что я их промоутирую. В качестве поставщика непосредственной услуги я выбрал местную компанию Movida. Их пункт проката выглядел очень современно, а сам процесс получения авто был быстрым и комфортным. И нашим новым временным другом стал вот такой вот Chevrolet Prisma называется. 1.4 объем. Мы в гараже все уже оформили, получили. Такая вот призма. Пробег всего 10 149 километров. Правда, она на механике, но здесь практически все машины на механике. Достаточно свежая, современная, даже с телевизором, тач, все дела. Как для Chevrolet, я в принципе небольшой поклонник Chevrolet, вполне себе норм, учитывая, что стоимость проката $90 за трое суток составит. Также стоит уделить внимание немного дорогам и движению по ним. В целом хочу отметить, что качество дорог в Бразилии хорошее, а на автобанах между городами вообще отменное. Многие из них платные, но стоимость невысокая. К примеру, путь из Рио в Бузиос обошелся всего лишь примерно в $5. Также они достаточно плотно оснащены камерами, так что поднажать тут без штрафа едва ли удастся.
И во многом по этой причине путь в 175 километров и занял у нас целых 3 часа. В общем, путешествовать на авто по Бразилии хоть и не быстро, но весьма комфортно. И тут мы с вами плавно подъехали к теме жилья в Бузиусе, и тут есть кое-что необычное. Все дело в том, что во всех перечисленных мною курортных городках отели в привычном нам понимании либо отсутствуют вообще, либо их крайне мало, и зачастую их уровень весьма посредственный. А вместо них наиболее распространенным видом арендного жилья являются так называемые здесь паусады. Так как это исключительно бразильское изобретение, то какого-то общего понимания этого термина не существует. Но по сути это что-то среднее между гостевыми домами и дачами. И подавляющая часть из них выглядит весьма по-дачному и не в лучшем смысле. Бывают, конечно, и паусады формата лакшери, но и стоимость у них зачастую неадекватная. Во многом именно по этой причине мы и выбрали Бузиус, так как именно здесь есть несколько очень неплохих отелей с нормальным прайсом. У них также есть что-то от паусад, но в данном случае это только в плюс. Мы остановились в отеле с длинным названием Villa d'Este Handmade Hospitality, и это тот случай, когда я могу его настоятельно рекомендовать. Ну вот, собственно, наш номер. Такой он очень стильненький. Вот. Все, что надо, есть. Здесь ванная. Ресепшн такой вот. Мы заходим. Такой вот. Это место, где вы можете посидеть. Вот так все это выглядит. Прохладный бассейн. Есть еще и теплый, покажу вам сейчас еще. И, собственно, основной вид на бухту. Вот такой вот потрясающий вид. И, кстати, говорил о бассейне номер 2. Он теплый. Находится он вот там. Ресторан, в котором происходит и завтрак, и обед, и ужин. Ну а теперь самое время затронуть вопрос, а чем же заняться в Бузиусе. И тут все достаточно однозначно. Основным занятием здесь является исследование его пляжей, чем мы и занялись на следующий день после приезда. Как для такого небольшого полуострова, их достаточно много, а именно около 20. Делятся они на две группы – северные и южные. С северной стороны они омываются более прохладным течением, и потому вода в них на пару градусов ниже. Но, честно говоря, мы этого особо не заметили. Времени на все у нас не было, и мы посетили 3 основные. И первым стал пляж с пиратским названием Тартаруга, и он, пожалуй, оказался самым лучшим в Бузиусе. В принципе, все пляжи, как Бузиуса, так и в Бразилии в целом, они очень простые. Как я уже показывал вам в Рио, здесь нет шезлонгов, здесь есть вот такие стульчики, раскладушки, зонтики, потому все проходит именно таким образом. Людей здесь достаточно много, но такая спокойная атмосфера, очень красиво, много зелени. Ну вот, собственно, как-то так это и выглядит. Далее мы заглянули проверить пляж под названием Феррадура. Капает немножко дождь, но и уже часов 6 вечера не видно никакой инфраструктуры в плане лежаков, баров и так далее. Достаточно здесь живописненько. Непонятно только, стоит ли приходить в плане организации инфраструктуры. Не видно. Ну, если с полотенцем там все окей, вам подходит, то можно. Ну и последним в этот день мы проинспектировали пляж Браво. В поисках пляжа Браво. Мы едем, кстати, по дороге с пляжа Феррадура. Мы наткнулись, пусть будет так, на такой прекрасный viewpoint двумя радугами, причем полными. Ну, попробую вам показать, если это видно. Но я думаю, что видно. Смотрите, просто сказочное место. Да, вот мы добрались до Браво Бич.
Достаточно такая уютненькая маленькая бухточка. Есть легкие волны. Здесь есть серферская школа. Ну, не знаю, насколько здесь это нужно. Так вот выглядит вода. Вот, собственно, сам бич-клаб. Вот там наверху. Но больше здесь как бы ничего и нет. А теперь маленькая просьба любого ютубера. Если вам нравятся мои выпуски, то их здорово поддержат ваши лайки, подписка на канал, а за коммент вообще цены вам не будет. Спасибо. Решил показать вам, как у нас проходит завтрак в Бузиусе, в этом замечательном отеле. Вот такая шикарная терраса, она вот такой вот вью. Вот так вот выглядит. Это бухта, в которую каждый день приплывают круизные лайнеры. Мы сидим, пока завтракаем, считаем лодки, которые подвозят ближе к берегу. Но идемте покажу, чем тут кормят. Много вкусных сладостей, хлебушка. Ну, вообще, на самом деле, все позиции очень вкусные. И сыры, и джемы. Тут очень уделяют внимание безглютеновым блюдам, аллергиям, чем по-европейски. Из горячих блюд, правда, выбор небольшой. Это только вот такой вот омлет с сосисочками. Но есть вот детоксы, фреши, йогурты в таких красивых баночках. Так что очень... Так как мне обычно плохо сидится на одном месте, и как нам показалось, мы уже вполне сложили впечатление о Бузиусе, то второй день мы решили провести в месте, которое называют здешними Карибами. Так наш путь лежал в сторону курортных городков Аррайал-до-Кабо и Кабо-Фрио, которые расположены в 40 километрах южнее Бузиуса. Решение это было спонтанным, и четкого плана, что там делать, не было. Мы решили сориентироваться по месту. Были только невероятно красивые фото тамошних пляжей, которые однозначно намекали, что нам точно нужно туда заглянуть. И, как выяснилось, не зря. Оба этих города ничего особенного из себя не представляют. Это типичные курортные локации с традиционным набором магазинчиков и кафе, заточенных под туристов. Так как места эти не особенно известны за пределами Бразилии, то и основными отдыхающими там являются бразильцы. Ну и, конечно, главным занятием здесь является пляжный отдых и все, что с ним связано. А пляжи здесь, нужно сказать, отменные. Поговорив с несколькими местными, мы отправились на самый красивый и секретный пляж под названием Praia do Forno, который находится в Аррайал-до-Кабо. В принципе, в самом городе достаточно много пляжей, но этот самый красивый, он достаточно маленький. Как видите, подъехать сюда на машине невозможно. Есть два варианта. Доехать в порт, дальше 10-минутная прогулка сквозь джунгли под тропом. Либо же из порта идут кораблики. Пойдемте посмотрим поближе. Людей достаточно на пляже немало, как вы можете увидеть. Ну, всем есть место, мы легко нашли свое в первой линии. Есть легкие водоросли, но это мелочи. И вот такой вот шикарный белый песочек. Наше место. Ира читает книгу. Так. Ну и вот такая вот картина у нас есть. Откровенно говоря, пляжи в Аррайал-до-Кабо и Кабо-Фрио нам показались более красивыми. Если вы больше цените белый песок и лазурную воду, то вам в Аррайал-до-Кабо. А если же больше цените отсутствие толпы, то пляжи Бузиуса лучше справляются с этой задачей. А вам какой пляж понравился больше? Дайте знать в комментариях. 1, 2, 3, go! Welcome to Brazil! Welcome to Brazil! Welcome to Brazil! Наше непродолжительное знакомство с Бузиусом и его окрестностями оставило самые позитивные впечатления. Откровенно говоря, на Сан-Тропе он не тянет, особенно в плане кухни. Бюджетным отдых здесь
сложно назвать, но и дорогим тоже нельзя. Бузиос – это прекрасное место, чтобы замедлиться и передохнуть от суеты. Конечно, здесь нет ничего особенно выдающегося, чтобы лететь через полмира только ради него. Но в сочетании с Рио-де-Жанейро это прекрасный вариант. А если вы хотите узнать, что делать в Рио и о нем в целом, то смотрите далее мой выпуск о Рио. Спасибо за внимание, не забывайте подписываться на канал, большой палец вверх и до встречи в следующем месте.